Следственный комитет Российской Федерации, в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральную инспекцию по труду, Министерство по труду и социальной политике, в Государственную налоговую инспекцию, Министерство по налогам и сборам Российской Федерации. От. Указывайте ваше имя. Проживающего по адресу. Указывайте ваш адрес проживания. Заявление. Прошу провести полномасштабные следственные действия, инспекцию, налоговые проверки с дальнейшей передачей материалов дела в судебные органы с привлечением к ответственности виновных лиц по следующим фактам. Первое. Нарушение условий трудового договора работодателем в лице ООО «Транзит». Юридический адрес. Город Владивосток. Улица Крыгина, дом 40. Адрес расположения автотранспортной базы с администрацией филиала. Московская область. Ленинский городской округ. Технопарк М4. Инновационный проезд. Выражающийся в систематических постановках физически невыполнимых производственных заданий, сопряженных с необходимостью нарушений режима труда и отдыха водительского состава предприятия, невозможностью проведения элементарных санитарно-гигиенических процедур. Комментарий. На предприятии организована схема анонимных указаний при круговой поруке членов администрации предприятия с целью размытия персональной ответственности должностных лиц. Второе. На предприятии при скрытой тарификации работ и системе расценок труда навязана система выплат заработной платы одновременно двумя методами. Часть ежемесячной заработной платы направляется на банковский счет работника, и вторая часть выплачивается наличными денежными средствами в кассе предприятия. Что говорит о ведении двойной бухгалтерии, сокрытии налоговых отчислений и позволяет манипулировать наличной частью выплат. Третье. Непрозрачная бухгалтерия и отсутствие детальной полной отчетности по начислениям, удержаниям и фактическим выплатам работникам не позволяет работникам предприятия контролировать суммы выплат и задолженность предприятия. Четвертое. Есть факты бесцеремонного отказа в выплате за отдельные рейсы и виды начислений. Пятое. Есть факты удержания денежных средств без предоставления приказа руководителя предприятия, филиала, приходно-кассовых ордеров, а в случаях привлечения к материальной ответственности работников предприятия без предоставления заключений комиссии по оценке убытков. 5.1. Производится бесцеремонное удержание денежных средств с водителей предприятия для оплаты штрафов ГИБДД силами предприятия без предоставления постановлений о вынесении денежных штрафов и возможности самостоятельной оплаты водителями предприятия. Шестое. На предприятии присутствует навязанная неправомерная схема ежемесячных удержаний из заработной платы работников, именуемая депозит, в размере 3000 рублей в месяц, что позволяет работодателю манипулировать данными суммами и шантажировать работников. 7.1. На предприятии присутствует нарушение трудового законодательства по предоставлению ежегодного оплачиваемого отпуска работникам предприятия и махинации с выплатой отпускных начислений. 7.2. Руководство предприятия бесцеремонно требует работать в выходные и праздничные дни без права на отказ. 7.3. На предприятии присутствуют признаки
коррупционных схем и параллельного бизнеса должностных лиц администрации, что выражается в непрозрачном и неравнозначном распределении видов работ по стоимости работ и условиям их выполнения среди работников, что является дискриминацией отдельных категорий работников предприятия. 8. При увольнении работодатель не выплачивает всю сумму заработной платы работникам с удержанием суммы депозита. 9.1. Предприятие как работодатель никоим образом не способствует защите прав и интересов работников, а напротив, все нестыковки по взаимодействию с партнерами и по бизнесу и заказчиками транспортных перевозок перекладывает на плечи водителей. Так водители вынуждены предоставлять свои персональные данные каждому, кто не потребует, в виде копирования, сканирования личных документов, предоставления личного абонентского номера мобильной радиосвязи. 9.2. Работодатель подвязывает в юридические авантюры, такие как необходимость подписывания массы всевозможных документов, практически не имея возможности для ознакомления с ними, оставляет безо всякой юридической поддержки 1 на 1 в неравнозначных условиях перед грузоотправителями и грузополучателями, партнерами, что граничит с лишением всяких прав, уничижением чести и достоинства водителей. К примеру, требования некоторых грузоотправителей и грузополучателей отличаются нелепостью, нарушением законных интересов водителей предприятия и предприятия в целом лишены смысла. 10.1. Производственные задания работодателя в большинстве содержат ошибки, неверную, недостаточную и недостоверную информацию, лишены согласования с заказчиками и партнерами, что приводит к излишним затратам сил и времени, выражающихся в излишних переработках, которые не оплачиваются, приводят к ситуациям возникновения помех автотранспортному движению, нарушению условий безопасности дорожного движения. 10.2. Производственные задания работодателя содержат составляющую небезопасных условий труда с необходимостью оставления рабочего места водителя, что не отражено в трудовом договоре и не предполагает гарантий и обязательств со стороны работодателя. 10.3. Производственные задания работодателя сопряжены с высоким риском повреждения имущества работодателя, имущества партнеров работодателя, что препятствует ведению безопасной финансово-материальной трудовой деятельности.